Средний Урал – череда древних, полуразрушенных временем хребтов, отдельных вершин и горных кряжей. Один из них – хребет Басеги. Загадочно происхождение названия этих гор. Чаще всего его связывают с уральским диалектным словом «баски», то есть «красивый». Басеги и вправду считаются одним из красивейших мест Урала. Но существуют и другие объяснения. Возможно, выбрать из них наиболее верное помогут нам сами басеги. Шахтерский город Гремячинск возник в 1941 году. Активно строился он уже после войны немецкими военнопленными. Отсюда и характерная архитектура его старых районов. Небольшие, оштукатуренные дома. Вокруг Гремячинска работали несколько шахт, где добывали уголь Кизиловского бассейна. Но уже в 70-е годы добыча угля здесь стала убыточной. И хотя каменного топлива под землей оставалось еще много, шахты начали постепенно закрываться. В 90-е годы была закрыта последняя шахта. Однако город выжил. В нем строились различные производственные комбинаты, сюда пришли газовщики. И все же на сегодня, пожалуй, главным занятием жителей является лесозаготовка. А леса вокруг действительно много. Среди бескрайней тайги в ясную погоду прямо с улиц города можно увидеть и главную достопримечательность района – хребет Басеги. Издалека хорошо видно, что состоит он из двух отдельных вершин – северного и среднего басеков, а третий, южный басек, еще сохранил вытянутую форму кряжа. Сегодня утром несколько гремячинских школьников отправляются в первое свое путешествие к древнему хребту. Поведет ребят Вячеслав Крулюк, научный сотрудник заповедника Басеги и руководитель детской видеостудии при местном доме творчества. Вместе с ребятами он снимает короткометражные фильмы. Вот в такой компании операторов и актеров мы и отправимся из промышленного города в глубину заповедной природы. Река Усьва начинается на западном склоне главного Уральского хребта и впадает в Чусовую. В своем верхнем течении она огибает Басеги. Во время образования хребет был длинней, но река перепилила хребтовый кряж, обрамив Басеги с севера. В 1579 году на Усьве произошло историческое событие. По ней поднялся один из отрядов дружины Ермака в поисках возможных проходов в Сибирь. Проходов разведчики не нашли, но возле Басегов у них произошла стычка с отрядом Манси, о чем хранится память в названии одного из урочищ – побоище. Сейчас Усьва – популярная река у сплавщиков. Многие маршруты начинаются из поселка Усьва прямо под этим, известным не одному поколению туристов, железнодорожным мостом. На Усьве немало перекатов и порогов, но после сильных дождей, благодаря многочисленным притокам, река вздувается и бурлит. В это время по ней можно пройти даже на моторной лодке.
Река привлекает сплавщиков красотой дикой природы. На десятки километров ниже поселка Усьва нет никакого жилья. Вдоль берегов реки стоит множество скальников. Одна из самых известных усьвинских скал называется Столбы. Прямо у ее подножья мы разбили лагерь. Еще притащили. Что тут делаешь, Дима? Все ребята уже имеют опыт походов, поэтому быстро был разведен костер и готовился ужин. А река жила своей жизнью, той, которой она живет в короткое уральское лето. Скалы-столбы сложены осадочными породами, которые образовались на дне теплого моря, покрывавшего территорию Приуралья в Палеозое. Породы эти податливы для размыва водой, поэтому в скалах множество каньонов, пещер и гротов. Какие-то из них служили убежищем для людей времен Палеолита. Здесь находят их стоянки. Скалы дробятся на множество уступов и отдельно стоящих камней в виде башен. Это древние рифы. Сама крутизна и высота склонов говорят о том, что река имела здесь дело с относительно мягкими породами. Совсем другая картина в верховьях реки. В том месте, где Усьва перепелила Басеги, на 9 километров тянутся сухие пороги, остатки хребтового кряжа. У сухих порогов начинается заповедник. Большая часть его границ проходит по старым лесовозным дорогам. Лес перестали рубить здесь в 80-е годы. Мосты через реки давно унесло водой, снова поднялись деревья, а дороги остались. Правда, этот новый лес, выросший вдоль них, не совсем настоящий, а так называемый вторичный. В 1982 году, когда был организован заповедник, среди вырубок оставался только один остров коренного леса, тот, который окружал сам хребет. Лес Басек – последний, невырубленный таежный массив на Среднем Урале. Что же такое настоящая уральская тайга или Парма, как именуют здесь заросшие темнохвойными деревьями увалы и невысокие горные гряды? Это живой организм, в котором происходит тесное взаимодействие между всеми его частями – почвой, деревьями и кустарниками, грибами и лишайниками. Лес неоднороден по составу. В долинах рек и ручьев он более светлый, здесь растут могучие кедры. В нижней части горных склонов на огромных пространствах господствуют ель и пихта сибирская, под пологом которых
буйствуют хвощи и папоротники. На сухих лесных полянах в начале июля появляются первые ягоды земляники. Ходить по таким дебрям непросто, часто они заболочены. Эти верховые болота спасли в свое время лес Басек от вырубок, потому что дороги через них не проложишь. Да и сейчас болота играют неоценимую роль. Это природные фильтры влаги. Они процеживают дождевую воду и дают начало множеству чистых ручьев, которые, сливаясь, образуют реки. Из таких ручьев начинаются две небольшие речки заповедника – Малый и Большой Басеги, притоки Усьвы. Существует мнение, что от них получили свое имя горы. Ег – несколько измененное коми-пермяцкое слово, означающее река, ручей, а бас – уже знакомое нам слово «красивый». Получается, Басеги – это родина красивых рек. Хотя хребет и относится к низкогорьям, на нем наблюдается высотная поясность. Выше по склону темный горный лесной пояс заканчивается, и мы выходим на субальпийские луга. Начинаются они примерно с 600 метров над уровнем моря. В образовании столь обширных лугов сыграл роль и человек. До создания заповедника жители окрестных поселков приезжали на Басеги косить сено. У горных лугов очень высокая урожайность. Травы вырастают практически в человеческий рост. Люди рубили по краю лугов деревья, чтобы увеличить площадь покосов. Сейчас горные луга находятся в разной степени восстановления. Отсюда уже хорошо видна одна из вершин хребта – пирамида Северного Басега. У ее подножья находится научный стационар заповедника, где ведутся постоянные наблюдения за природой. Прежде люди, жившие в этих краях, верили, что грозы рождаются на Басегах, что там ветер спит, пока не проснется, что оттуда идет мороз и ранние холода. Действительно, меридионально протянутый хребет встает на пути воздушных масс, большая часть которых переносится с запада. В Басегах часты дожди и туманы. Из всех периодов года лето самый короткий. Длится оно всего 68 дней. Критерием служит переход среднесуточных температур выше плюс 15 градусов. Сейчас так называемое полное лето, пора цветения множества трав. В конце июля уже возможны первые заморозки. Лето пойдет на спад. Но сегодня выдался славный день. Можно совершить восхождение на Северный Басег. От стационара заповедника на его вершину ведет экологическая тропа. Поначалу мы снова оказываемся в лесу, но это совсем другой лес, чем внизу. Деревья здесь ниже, и стволы их часто изогнуты. Растут они на тех же высотах, что и субальпийские луга, и называются парковым криволесьем. Породы вполне обычные – береза, ель, но выросли они на рубеже дозволенного. Постоянные ветра, выдувание снега, крутизна склонов, нехватка влаги и питательных веществ – все это ставит деревья на грань выживания. Вскоре деревья исчезают. Мы в самом верхнем поясе, в горной тундре, уникальной для Среднего Урала, потому что горы здесь невысокие. Горная тундра
царство мхов и лишайников. Самый прекрасный дар тундры – ковер из ягод, главным образом брусники. Можно встретить здесь и очень редкую ягоду – княженику, князь ягод. Для тундрового пояса Басек характерны каменные реки, курумы. Это не мертвая россыпь камней. Они движутся, медленно текут вниз. Среди камней, даже на этих высотах, можно встретить единственный вид рептилий, обитающих в Басегах – живородящую ящерицу. Вот она, хозяйка горы. Невелика, меньше ладони. Она единственная из своего рода, кто не откладывает яйца, а рождает живых детенышей. Небольшой отдых, но пора. Нам остался последний переход. Вот она, вершина северного Басега. Его высота 954 метра. Отсюда на севере хорошо видно гору Ослянку, некогда составлявшую с хребтом Басеги единое целое. Узкой полоской извивается Усьва, разделившая их. Гряда холмов на востоке – это главный Уральский хребет. Здесь он сильно разрушен. Басеги, его западные отроги, даже выше. На юге открывается вид на сам хребет. Не видно только южного кряжа. Он скрыт за средним Басегом. Образовались эти горы более 200 миллионов лет назад. Они очень древние. Например, Кавказские горы в несколько раз моложе. За свою долгую историю басеги испытывали неоднократные поднятия и опускания, сжатия и разломы. Вместе с тем их разрушали ветра, морозы и вода. Остались стоять они благодаря тому, что сложены из относительно прочных метаморфических пород – кварцитов и сланцев. Вершины басегов – это груды камней, словно остатки крепостных стен. Осадочные породы давно смыло или развеяло ветром. Остался только этот крепкий панцирь. Между северным и средним басегами находится небольшой кряж, который ласково называют Басежата. Когда-то он был вровень с другими горами хребта, а теперь представляет собой груду каменных осыпей, над которыми, как иглы на спине ископаемого ящера, возвышаются скалы. Вода – лучший в мире каменотес. Находя трещины, замерзая, она раскалывает скалы на множество глыб. Откалываясь, они катятся вниз. Но, наверное, пройдет еще не 1 миллион лет, прежде чем скатится последний камень. С юга басеги огибает река Вилева. На ней, в отличие от Усьвы, мало живописных камней. Зато на ней находят алмазы. Вдоль берегов Вильвы стоят несколько леспромхозов. Тихой, размеренной жизнью живут эти поселки, затерянные в глухой тайге.
Сейчас пора сенокоса. На Урале, где стеной стоят густые леса, сочную траву можно найти только в горах да в поймах рек. У нас на лугах Южного Басега был другой покос, чисто научный. Маха с очком, то есть на каждый шаг. То есть, получается, Один из шаг, распространенных шаг, методов шаг, учета шаг. насекомых В результате – кошение у с вас получается 10 очком. махов. Делает это В следующим этом учете образом. не определяются виды Берете насекомых. по верху Их просто травы, делят на 3 и группы внизу там – мухи, где-то вот мошки по и воздуху, комары. а именно вот И захватывает подсчитывается вас количество вверху. каждых. Вот шаг, взмах сюда, это один. Всего на одном участке луга делается 6 проб по 10 взмахов с очком. Ребят как раз 6, на каждого по попытке. Разумеется, они устроили между собой соревнование, кто поймает больше. Ходи туда. 12. В результате главная книга заповедника «Летопись природы» пополнилась еще одними научными данными. 8, иди сюда. 8, 2 комар. 9. Небольшой хребет Южного Басега вытянут с юга на север на несколько километров. У него есть 3 своих вершины, самая высокая из которых поднимается на 851 метр. Южный – самый разрушенный и невысокий из всех бассейнов. На нем нет и верхнего пояса горных тундр. Сразу же над лесом поднимается каменистый гребень. Зато здесь можно встретить несколько редких видов растений, которые на хребте нигде больше не встречаются. Каждый бассейн интересен по-своему. Вот и вторая вершина достигнута. Но нас, конечно, манил самый высокий, средний бассейн. Белая пелена на его вершине напомнила, что бассейги считаются краем туманов. Корявые деревья выступали из дымки, как привидения. На горе мы нашли несколько впадин с чистой водой. Туман то сгущался, то рассеивался, открывая вершину. Вскоре белая завеса открыла и самое удивительное сокровище бассегов – пантеон. Так называется группа каменных останцов. В этом таинственном свете они казались почти одушевленными существами. Останцы действительно пришельцы из других эпох. Когда-то под ними простиралась белая равнина ледника,
а они уже стояли, также отрешенно глядя в пространство. Преобладающие западные ветра больше стесали их восточную сторону, и поэтому кажется, что они, как люди, повернулись спиной к ветру. Это фигуры, созданные дикой природой, которая с помощью мороза, ветра, воды вытачивала их каменные лики, возможно, запечатлевая в них свое собственное лицо. Может быть, в этих истуканах и кроется загадка названия басегов. Такие природные идолы языческие народы почитали божествами, а сами горы – священными. Что же это был за народ? У коми-пермяков есть родовое имя Босег. Возможно, они и назвали горы по имени рода – камнем Босега. Коми-пермяки уже несколько веков как ушли из этих мест на север и запад, а название осталось. Порой имена не менее стойки, чем эти камни, тысячелетия стоящие на вершине горы. Мы снова в Гремячинске. Вячеслав просматривает кадры, из которых в будущем получится фильм «Память об этом путешествии». О девственной тайге, древних скалах и свежем ветре вершин. А наши спутники теперь, глядя с улиц своего города на очертания хребта Басеги, могут с гордостью сказать: «Мы там были».